Вот такая вот кашка. На самом деле она прям спокойно употребляется в еду. Это, короче, у нас раньше так в столовках называли еда космонавтов. Когда тарелку переворачиваешь, она вот никак вообще. Просто так. Ребят, к нам сегодня пришел бывший участник Ваня Турко. Вань, ну расскажи, как тебе живется после адской кухни? Я так и знал, что это будет вопрос. Ну, моя жизнь, если честно, не изменилась, как бы. Бестолочь рыжая! Нет, стоп. Изменилась моя жизнь после адской кухни. Я стал сус-шефом в итальянском ресторане. Я считаю, что на адской кухне я очень вырос, потому что я пошел обычным поваром. И за все это время, что находился здесь, я много научился от шефа. Проект веселый, забавный, и из простого повара можно вырасти и дальше. Честно, ребята, идите. Мало того, что будут обстреляны синие и некрасивые, они будут еще исполнять желания победителей. Сначала Ира стоит, наш режиссер, а позади нее стоят ребята и что-то записывают в телефон и при этом слушают наушник. Они слушают все то, что говорят между собой в этот момент участники. Именно редактор по участникам может услышать какую-то интригу между ними. И именно он первым ее замечает и уже потом начинает задавать какие-то вопросы, чтобы вводить их на эмоции в исповедальные. Легче в 2 раза. Ты же в человека стреляешь, Я сказал это все. Это пристрелочный. Сегодня к нам приехали старые участники из прошлых сезонов. Мы приняли участие в адской кухне. Потом была вот какая-то вспышка, что вас узнали, вас стали куда-то приглашать. Вообще помогла вот эта адская кухня известность? Нет, не помогло. Все равно решает все руки. Если ты... Сиди, я сам открою. Ну и что, рожи поторгуешь полмесяца, ну месяц. А адская кухня не панацея от всех болезней, что ты попал на нее и сразу же ты стал великим шефом. Ты не поняла, для чего ты сюда пригласили. Ты наоборот хвалить должна. Макарёк! Вот так вот, все! Адская кухня решила все мои проблемы. Я теперь просто живу в шоколаде. О, морячок! Ну как тебе? Впечатление? Третий раз прийти, поздравляемый. Как пришел, так уйду. Научили чему-нибудь участники вас. Но, знаете, в жизни вообще говорится как, что мы постоянно чему-то учимся. Да ни хера я ничему никому у них не учусь, блин. Нечему просто. Они ко мне приходят учиться, а не я. Но я пока не нашел ничего такого, что меня могло бы затронуть, и я смог бы это в жизни как-то воспроизвести. Лена, ну между нами, девочками, скажи, тебе адская кухня помогла? В личной сфере? Ну да, у меня было очень много подписчиков, поклонников. И один все-таки сумел завоевать мое сердце. Подожди, он тебе написал, я тебя увидела на экране. Он увидел меня по телевизору, очень мило за мной ухаживал, писал мне подарки. С помощью адской кухни мы можем встретить свою любовь. Да. Зара, это та мать, которая все время находится рядом с участниками. Ну, так как я, в принципе, уже мать, да, я уже знаю, что такое дети. Это просто дети побольше, которых хочется убить почаще. То есть они ходят даже, я знаю, с тобой в туалет. Да, они ходят в туалет, курить, то есть все с наших разрешений. Вот отец семейства тоже хочет что-то сказать. Вот поесть. Простите, пожалуйста, уважаемые подписчики, подписочка, колокольчик, лайк. И новые видосы. Любите вот так вот громко пить чаек? А ребята из комнаты звука, они любят, когда так делают, потому что они говорят: брак по звуку, брак по звуку. Пойдемте сходим в их маленькую комнатку. Герман, куда пошел? Я только к тебе в гости По звуку собралась. услышал, прибежал к тебе. Нет, здесь все на самом деле очень просто. Все кнопки, каждый рычажочек отвечает за определенного человека, который, если мы его видим в кадре, мы его выводим. Вот сейчас болтает булочка, видишь? Оно такое еще более-менее... Булочку выключить, могу Всем булочку плотное. включить. Вот, и мы что здесь делаем, что происходит, то вы слышите потом там назад. Можем переключать камеры, наблюдать за комнатами. Как девчонки спят, например. Кому-то нравится смотреть, как мальчишки спят. Это богиня макияжа, видали? Нельзя снимать, Юля, не скрывайся, все, мы звезды. Да. Я не люблю, мы уже отмаханулись. Вы хотите второй такой истории? Именно вот эти пчелки делают различный грим. Вот если вы видели в этом сезоне шеф-пират, различные зомби, вот это вот, это все они. Кто больше всех матерится? В звуке? Да. Все матерятся, страшно. Все запикивать придется. Все, мы пришли к
тобой поговорить. Давайте. Я не знаю, где мне присесть. Да. Ой, представляете, меня Артем Королем подвинул. Да. Меня подвинул Артем Королев. Кто бы мог поверить? Вообще-то я был шефом, это длилось 15 минут, потому что меня поставили на эту роль вместо Кости. Как вы понимаете, что ничего хорошего из этого не получилось. Потому что, как минимум, кричать я так не умею, и руководить таким составом поваров тоже. Была такая забавная история, что когда я разбил тарелку, Костя кинул тарелку из зала, и она у него не разбилась. Это такая магия кухни, только тот, кто шеф, может бить тарелку. Что такое, я понять не могу, а? Костя. А есть ли вот сейчас, допустим, какие-то фавориты, те, кто нравится, тебе симпатизирует, либо просто выделяешь из ребят? Настя, Рэмбо и Йодгар. Мне кажется, они интересные очень персонажи. Кто из них? О, здравствуйте. Это ангел-хранитель наш. Ну-ка. Денег просят все время, денег. Они здесь меняются, они здесь, реально такой стресс проходит, который обязательно меняет, мне кажется, к лучшему. Они находят работу, получают популярность. Мне кажется, это круто. Фабрика звезд такая производная. В общем, все. Супер. Спасибо огромное. Расскажите, за кого болеть сегодня будешь? Я, конечно же, вот этих вот черненьких. Это же вообще Dream Team, команда мечты. Это сборная солянка всех сезонов. Это ребята, которых я знаю уже не один год. Они сегодня должны разорвать. Хотя новенькие тоже, и у меня уже душа к ним прикипела. Но сегодня я ставлю на черный китель. Они их сегодня просто разорвают. Настрой, конечно, боевой. Что готовить? Будет весело. Кого-нибудь обтрахают. Нас, например. Прилюдно. Надо вазелин взять. Да нет, все ровно. Соскучились по шефу? Конечно. Эти крики. Шеф крутой дядька. Какой сезон стал наиболее запоминающимся? Знаете, признаюсь честно, 4-й сезон пока будет самым запоминающим. Знаете почему? Не было ни одной драки. И все участники были настолько культурные, они матом очень редко когда вообще ругались. Если вспомнить 1-й, 2-й, а 3-й, тем более, был вообще там девки были матершинницы. У нас такое ощущение создавалось иногда, что у нас адская кухня вперемешку с пацанками. А уровень йода Марина в голове у них почти у всех одинаков. Как росли руки из задницы, так они, соответственно, у многих и растут. Это повара, не повара, а все им ухо диктует, да. Как готовить. У нас есть замечательный редактор Виктория. Это я. Привет. Говорит нашим сушефам, что нужно делать. Шеф, какой соус входит в форель? У них есть такое вот ушко, и, правда, оно без вот этой вот хренюшки, оно прям внутри, оно цвета кожи, его незаметно вообще. Здравствуйте. Меня зовут Александра, и я куратор по участникам. Мы здесь живем. Давай посмотрим, что мы едим. И это повара. Правильно, шеф делает эту зачистку и бьет им все. Девочки. Да, пропадает красная команда. Ну, это здесь у нас мальчики. Рублевка у нас поклоняется ежедневно. Его задача просыпаться и целовать Рэмбо. Это очень смешно. Телефоны даю раз в сутки, на час, на два все-таки сообщить мамам, родителям, всем, то, что они живы-здоровы. То есть у них тут никакой связи с внешним миром, на улицу они не выходят? Внешний мир и связь, все у них я. Да, связь, говори. Ну смотри, давай карточный домик сделаем на плечевую камеру, которая работает с Артемом. У нас получается 36 камер. Как на пианино. Вот отсюда можно подглядывать. Видите, здесь точно такие же стекла. Мы это помещение иногда называем аквариум. Вот еще приборы динамические, которые подсвечивают фона. Они меняют цвета, а мы меняем, скажем так, через цвет атмосферу фонов. Да, шеф! А там табаски пол-литра. Он покраснел. Да, они сказали вкусно. Сегодня день финала. Это тот день, когда ты приходишь на работу и ты говоришь грустный привет. Потому что ты здороваешься и понимаешь, что вот уже все, это последний раз. Мы не знаем, кто выиграет. Да что ты врешь, все уже известно. Да что ты не сдаю? Все напишут все равно, что это постанова. На самом деле, мы правда не знаем, и мы точно так же болеем и переживаем. Видно, что профессионалы собрались, словно первый день, они все готовятся к мега-ужину. На самом деле это последний день для кого-то из них, а кто-то станет сегодня победителем.
собрались, что ли? Под гоночку? Когда шеф заходит на эту кухню, то он ищет колбаску. Если колбаску не находит, он спрашивает, где мои котлеты. Когда котлет нет, он смотрит на Акбара, и Акбар сразу встает и начинает что-то делать. Но либо всегда здесь может валяться ананас, как и в данном случае. Половинку ананаса. А, кстати, что касается колбасы, я знаю, где они колбасу спрятали. Они просто негодяи, всегда от меня прячут. Колбаса идет у участников. И бывает, честно, что греха таить, я ее подтыриваю. Надо просто все замотать, как было, и все. Она все равно, она... Татьяна самые прекрасные сиськи. Все редакции знают, да? Все редакции знают. Это будет потом на YouTube-канале, там же дети смотрят. Да, У нас не смотрят, у нас для взрослых. В общем, ребятки, все заканчивается одновременно грустно и радостно. Я болею за Рэмбо. Я болею за Рублевку. Все очень волнуются. Вы волнуетесь, Виктория? На расслабоне. Несмотря, что вы в красной команде, за кого болеете? Я болею за «Динамо», а потом стал за «Локомотив». Адская кухня – это огонь. Шеф, это, наверное, лучший шеф. Ну, так иногда дает диле, но ничего. То есть прямо ух. Сегодня крайний день 4-го сезона «Адской кухни». Признаться честно, устал. Я объявлю, кто победитель 4-го сезона «Адской кухни». Ребят было большое множество. Они все были достойными. Но побеждает всегда один. Поверьте, это будет круто. Очень нравилось все кушать, особенно безумный Макс, который холодильник. Ну, Сережа, как же без Сережи? И даже, например, вот я не повар, но я очень много почерпнула за то время, что я здесь была, хоть недолго. Но это прям вот, даже муж говорит, ты вообще по-другому готовить стала. У нас два финалиста, это Рэмбо и Рублевка. И как ты думаешь, кто выиграет? Честно, сейчас я думаю, что выиграет Рэмбо, ребята, я серьезно. Я считаю, что есть каждый победитель. Красивые слова. Вот каждый победитель. Настя, Или вообще победитель. Все. Но Александра это... Хватит пить, пойдемте работать. Это душа. Все. Братва, они 2 месяца были как рабы, а теперь они какие-то одной команды. Адская кухня сближает людей. Остается буквально, мне кажется, минут 10 до начала. Каждый раз волнительно, потому что мы правда не знаем. Я не знаю, кто победит. Мы все это узнаем только тогда, когда откроется дверь в кабинете шефа. И всегда это очень волнительно. Я не знаю, какой-то огромнейший такой камень жизни сдвигается. Так что я очень-очень воодушевлен. Это будущий ведущий «Адской кухни». Дети. Я забираю камеру. Погнали! Ребята прошли очень большую школу. У вас будет сегодня 5 подач. Первая подача – это комплимент. Вторая подача – это уже по умолчанию идет. Ужин прошел. А все почему? Потому что с нами Рэмбо. И он сегодня победит. Вот увидите. Это был прогноз от поросенчика. Вот. Он же Козья Трещинка. Я так понимаю, это попадет в эфир, потому что этот человек очень хороший. Были какие-то минусы, были какие-то нюансы, но на самом деле в жопу все нюансы. Было на самом деле клево, круто, вкусно, прикольно. Ребята все молодцы. Значит, вы родители участников и шефов, которые... Я мама Саши Пушкова. А я его жена, Столина жена. Теща. Конкуренты, мы конкуренты. Тогда расскажите впечатления и как вообще переживали сегодня за... Конечно, переживали, переполняли эмоции, но меня больше гордости переполняло. Для меня сын и так победитель, то, что он в таком крутом проекте, в мегапроекте, и он в финале, и это для меня уже большая победа. Но то, что он выйдет, будет лучшим из лучших, я уверена. А чувствуется профессиональный рост? Конечно, не только профессиональный, но и поменялся характер, вообще мировоззрение. У нас только такой с короной всегда был. Поспокойнее стал, покладистее. Умиротворенней. А Рэмбо победить должен. Все, правильно.
Что самое интересное, у нас постоянно за кадром. Эти ребята реально все большие молодцы. Я хочу сказать спасибо каждому, кто участвовал в этом сезоне в проекте. Мы реально сделали невозможное в тех условиях, которые у нас были. Мы все большие молодцы, мы одна большая команда. Шеф, тебе большой респект. Да реально респект, что тут огромный, огромный. Дынч. Мищенко вообще топчик. Всех люблю, всех обнимаю. Смотрите Ивлев Шеф Channel. До встречи в новом 5-м сезоне «Адской кухни». Все, пока. Ну а вот теперь момент истины. Буквально через секунду все решится. Я себя. Я посмотрю. Сань, расслабься. Я расслаблюсь. Я буду отсчитывать от 10 до единицы. У кого открылась дверь, тот и есть победитель адской кухни 4-го сезона. А теперь просто поддержите и крестите пальчики. Я сейчас вот заберу эту пакетку. Старт! Какой ты молодец, Саша! Я тебя поздравляю, ты большой молодец. Но самое главное, спустись тем людям, которые верили в тебя. Ну, дорогие друзья, я поздравляю вас с окончанием 4-го сезона «Адской кухни». Вы также были уверены в нем? Рублевка, ты молодец. Ты вообще, если честно, уникален. В плане того, что ты порвался почти в середине сезона и дошел до золотого кита. Не сомневался. Абсолютно. Рэмбо. Однозначно. Рублевка рановат. Пускай приходит на следующий сезон. На самом деле очень эмоциональная и красивая победа. Я удивлен этим парнем. Не просто так. Во-первых, я его сразу почувствовал и отметил. Второй момент. Не просто так я ему дал прозвище Рэмбо. Рэмбо тоже с Саней боролся. Поэтому я считаю, что победа заслужена. Но, по крайней мере, я в этом уверен на 100%. Вот я просто знаю о том, что мне пишут сотни людей, тысячи людей в Инстаграм и в соцсети в словах благодарности о том, что, знаете, спасибо, вот посмотрел «Адскую кухню» или там программу «На ножах», и вот решил стать поваром. Мне безумно понравилось. Да, людей иногда это вызывает. Они видят в этом не только какой-то психологический ор. Они в этом шоу видят зерно профессии повара. Что это безумно очень интересная профессия. Она многогранная. Ты путешествуешь, ты узнаешь постоянно разные вкусы. Ты умеешь готовить. А вы хотите продолжение «Адской кухни»? И если вы хотите, друзья мои, с большим удовольствием пишите мне об этом в моем YouTube-канале Ивлев Шеф Channel. Потому что если вас будет тысячи, сотни и миллионы, значит, мы нужны вам, значит, вы нас любите, значит, мы тогда будем работать дальше для вас. Так что, друзья мои, до встречи на канале Пятницы и, конечно же, в новом шоу, в новом сезоне «Адской кухни». Всем пока! Очень интересно было.